Второй разворот будет немного сложнее, чем предыдущий, потому что здесь нужно будет предусмотреть расположение фотографий и декора сразу на двух страницах. Причем декор должен будет расположен так, чтобы не цепляться друг за друга при закрывании альбома. Правая страница такая же простая, как и на первом развороте. Ее размер 16,5 на 22 сантиметра. Левая страница немного сложнее. Здесь я планирую сделать большой карман, в который можно будет расположить дополнительные фотографии. Нижнюю часть кармана можно также сделать размером 16,5 на 22 сантиметра. Но у меня остался вот такой обрезок, и я считаю, что его достаточно, потому что верхняя часть прикроет нижнюю, и недостаток бумаги не будет виден. Теперь давайте поговорим о расположении фотографий. В первую очередь я планирую, что в кармане у меня будет книжечка на несколько фотографий. Затем горизонтальная фотография половинка 10 на 15 на внешней части кармана. Вертикальная фотография 9 на 13 на правой стороне. И здесь же фотография половинка 10 на 15, расположенная внизу. Вот таким образом. Как видите, я выбрала две крафтовые подложки, они хорошо сочетаются между собой. Я не стала здесь дополнительно делать какой-то принт, потому что и эта бумага достаточно сама по себе активная. А вот эту подложку я сделала из такой же бумаги, как фоновая на левой стороне, чтобы они также между собой сочетались. Поговорим о декоре. Композиции я традиционно начинаю выстраивать от самодельных бумажных высечек. Одну кладу справа, вторую слева. Затем я подобрала чипборд в одинаковом стиле, и это стиль бохо. Справа у меня будет ловец снов с перьями. Так. А слева похожие перышки. Вот такие. Так как перья видно, что висят вниз, необходим какой-то более крупный элемент сверху. И в моем случае это будет гипсовая рамочка. Она достаточно большая, в нее так и просится какой-то более яркий акцент, элемент. И я решила расположить в нее часики. Здесь у меня есть гипсовый элемент, он достаточно яркий, а здесь чипборд хоть и интересный по дизайну, но он плоский, поэтому я решила дополнить его более объемным элементом, также гипсовым, и для этого выбрала вот такой женственный корсет. Конечно же, необходимо добавить текстиль. Я выбрала вот такую тесьму с бахромой. Здесь расположу ее вертикально. А здесь горизонтально. Мне не очень нравится, как здесь заканчивается край кармана. Хотелось бы его чем-то украсить, и думаю, что для этого можно использовать еще кружево вот такого плана. Это была обычная сетчатая лента, купленная на AliExpress, и я разрезала ее вдоль, делая нарочито неровный край. Подложу ее вот так немного вниз, и когда буду делать декоративную отстрочку, также дополнительно ее пришью. Но, повторюсь, можно просто приклеить, не обязательно пришивать. Добавлю такой же маленький элемент внизу. И также с правой стороны тоже добавлю хлопковую ленту с неровным краем. Подложу ее под композицию, чтобы она только немного выглядывала. Затем этот уголок остался совсем пустым, поэтому я хочу дополнить его небольшим кусочком фонового чипборда. У меня это вот такие затейливые ромбики. Все поправлю. Раз здесь у меня есть фоновый чипборд, то маленький кусочек, который от него остался,
я расположу на левую часть, чтобы еще больше объединить композиции. Также можно в качестве текстиля добавить вот такие вот симпатичные шифоновые лепестки. На левую сторону и на правую. Затем я не могу оставить розовый цвет только в виде шифоновых лепестков. Его нужно поддержать. Для этого я выбрала розово-сиреневые цветы. Вот такой побольше цветочек вишни. Сюда. Поменьше. Сюда. Ну и, конечно же, голубой цветочек я также добавлю, потому что в целом гамма этого разворота голубая. Пожалуй, поменяю их местами, чтобы у меня сиреневый цветок не сливался с шифоновыми лепестками. И на правую сторону я также добавляю бумажные цветы. Но здесь уже более крупный цветок голубого цвета, а мелкий сиреневого. Как я уже говорила, мне нравится, когда на каждом развороте есть какая-то надпись. Пусть здесь будет надпись Dreams. Сюда или сюда. Нет, пожалуй, все-таки сюда мне больше нравится. Получается более цельная композиция. Для того, чтобы придать определенную легкость, я хочу добавить высечки из кальки. Это эмбоссинг, пудра Ranger, цвет Liquid Patina. Верхнюю часть. И здесь, если я расположу сюда, я практически полностью прикрою чипборд. Поэтому, скорее всего, я немножко опущу цветочную высечку и подложу вот сюда, чтобы только немножко выглядывал краешек. Ну и будем дополнять деталями. Надпись я планирую покрыть пудрой Wow, цвет Калипсо, чтобы она была такая блестящая, бирюзовая. Поэтому можно еще добавить бирюзовых блестящих акцентов. И у меня это вот такие камушки. Один расположу сюда, а второй даже пока не знаю. Ну пусть будет здесь. Еще темно-синие элементы для того, чтобы прибавить контрастности. У меня это листочки и цветы. Цветы вот сюда. А листочки дополнят правую композицию. Немного вверх и вниз, следуя направлению перышек. Добавляем еще немного деталей. Вот такую веточку из кальки. На ней выполнен эмбоссинг голубой пудрой. И маленькие камушки. Их я хочу расположить прямо на чипборд. Такой темно-бирюзовый сюда и мятный чуть повыше. И с правой стороны также. Здесь я, пожалуй, добавлю. Здесь у меня только один кругляшок на чипборде. И на него я добавлю вот такой мятный камушек. В качестве основы для подложек, для фотографий, я также на этом развороте выбрала крафт. Хотела сначала взять что-то более контрастное, но когда приложила, поняла, что получается не очень красиво. Поэтому у меня будут и крафтовые подложки, и крафтовые основы. Сюда. Сейчас аккуратно все подложу, чтобы сильно не смещать разложенный декор. И подложечка побольше. Я их сделала буквально на 2 миллиметра
больше подложек для фотографий с каждой стороны, чтобы они немного выступали и получался симпатичный край. Вот так. Ну, в целом все, мне нравится. Нужно будет только теперь прострочить сначала карман, потом все по периметру. Если швейной машинки нет, повторюсь, вы можете отстрочку не делать, просто приклеить карман по бокам с правой и с левой стороны. Как вы, наверное, обратили внимание, во время сборки все детали декора у меня немного сдвинулись, и поэтому блестящий камушек я из верхней части композиции перенесла в нижнюю. По этой же причине оставила здесь только один маленький камушек, потому что второй был уже лишним. С декором мы закончили, и осталось только сделать книжечку для кармана. Этим сейчас и займемся. Для раскладушки в карман я вырезала деталь из картона. Как посчитать ее размеры? Размер подложки для фотографий у меня 10 на 14 сантиметров. Я прибавила по 4 миллиметра, чтобы с каждой стороны у меня получалась рамка по 2 миллиметра. Таким образом, ширина детали 10,4 миллиметра, длина 14,4 плюс 3 миллиметра на двойную беговку плюс 14,4. Теперь нужно пробеговать эту деталь и на лицевую сторону приклеить подложку для фотографии. Ну вот и все, раскладушка готова. Внутрь скраб-бумагу я приклеивать не буду, для того, чтобы не утолщать всю конструкцию. Вставляем на место. И вторая страничка. Все, второй разворот готов, а мы можем приступать к третьему. Займемся следующим разворотом. Здесь будет две простых странички шириной 16,5 и высотой 22 сантиметра. На правой стороне я планирую разместить две подложки для фотографии размером половинки 10 на 15. Верхняя будет одиночная, я ее просто приклею, а нижняя распахивающаяся.
На правой стороне сделаем хлястик. Вот такой. Я его уже выкроила из картона. Его длина 16,5, такая же, как ширина страницы. Затем я сделала 2 линии беговки на расстоянии приблизительно 3 мм, а также оставила небольшой запас шириной 1,5 см для того, чтобы было за что приклеить к основе. Вот таким образом. Здесь же будет открывашка для фотографий 9 на 13, которая будет распахиваться вот так. То есть в целом так будет выглядеть конструкция третьего разворота. Теперь мне необходимо приклеить открывающийся хлястик к основе. И также я хочу прострочить странички по периметру для того, чтобы они выглядели более законченно. Я сделала по периметру отстрочку и теперь хочу задекорировать хлястик остатками от такой бумаги. Вырезала 2 подходящих прямоугольника. Они у меня по ширине немножко меньше, чем ширина хлястика. Ровно настолько, чтобы вот эти вот полосочки по бокам были такой же ширины, как на подложках для фотографий. Делала это для того, чтобы в целом все отступы смотрелись гармоничными, а не случайными. Поэтому я хочу приклеить справа и слева по кусочку скраповой бумаги, и заодно под левый кусочек я дополнительно спрячу магнит, который будет держать в закрытом положении хлястик. Теперь можно разместить на место все подложки для фотографий. Вертикальную я планирую приклеить вот таким образом вовнутрь за вот эту вот часть. То есть, когда у нас будет открываться хлястик, здесь будет дополнительно еще открываться подложка вот таким образом. Затем верхнюю я просто приклею. Хотела сначала сделать их четко посередине, но потом решила немного побольше места оставить с левой стороны. Поэтому я их чуть-чуть смещу вправо. Таким образом и вот таким. Ну вот, все конструкции на страничке готовы. Как вы видели, здесь между основой для фотографий и подложкой я спрятала магнит, поэтому с обратной стороны страницы я также закрепила магнит, и теперь подложка не будет распахиваться. Можем заниматься декором.
Я решила, что с этой стороны у меня будет также декор, а не фотография, потому что декор я подобрала достаточно крупный, и если бы я его пыталась расположить куда-то по углам, у меня практически не остается места. К тому же я для левой страницы выбрала очень красивую фоновую бумагу, и мне не хотелось бы сильно ее закрывать, я хочу, чтобы она была видна по максимуму. Поэтому я и хочу расположить декор именно на вот эту подложку, а не где-то по углам. Для того, чтобы у меня перекликалась правая и левая сторона, как вы можете заметить, я для подложек для фотографий на правой стороне взяла такую же бумагу, как основу для левой. И на мостик я взяла такую же бумагу, как основу на правой. Давайте же приступим к декору. Основным элементом на левой стороне у меня будут вот такие двери. Это нож составной из рамочек, вот этих серединок, вы, наверное, его знаете. Это нож от Mimikat. Для того, чтобы вся эта конструкция у меня не разваливалась в процессе работы, и мне было проще заниматься именно декорированием, с обратной стороны я приклеила кусочек кальки. И благодаря этому кажется, что у меня матовые стекла в дверях. Расположу ее сюда. Также я хочу использовать такой же архитектурный элемент, вернее похожий на правой стороне, поэтому я здесь сделаю вот такие же вырубные окна. Затем, как обычно, в основу композиции я положу цветочную высечку. Вот такие розочки. Справа и слева. Конечно же, припрячу под окошко, сделаю чуть повыше, потому что мне нужно, чтобы нижняя подложка у меня распахивалась. Так. Затем сюда я хочу сделать гипсовую рамочку. Вот такую. Здесь у меня более центральная композиция получается. Для того, чтобы подчеркнуть эту рамку, чтобы она выглядела более интересно и не терялась на светлом цветочном фоне, под нее я положу еще вот такую отштампованную рамочку. Рамка у меня получается двухслойная и за счет этого смотрится более объемно. Затем, конечно же, текстиль. В моем случае это будут вот такие хлопковые кисточки или бахрома. Припрячу под рамочку. А на правую сторону возьму более тонкое кружево. Оно по цвету идеально подходит к бахроме, но более тонкое, более податливое. Поэтому я его хочу в процессе сборки как-то красиво вот так вот присборить, чтобы оно у меня колом не лежало, не было слишком ровным. И потом приклею вот уже в таком виде. Но пока, конечно, оно у меня не послушное, поэтому я его кладу ровно для того, чтобы просто иметь представление, как это будет все выглядеть в готовом виде. Конечно же, добавляю чипборд. Вот такая салфеточка, вернее ее кусочек. Положу немного в бок, чтобы уж не совсем у меня была ровная симметричная композиция. А для правой стороны я выбрала вот такой фоновый чипборд, который чем-то напоминает какую-то решетку или заборчик. И в целом хорошо сочетается как с окном, так и с дверью. К тому же мне будет удобно приклеивать окошко на этот чипборд, потому что он значительно под него заходит, и окошечко у меня получится как бы приподнято. Одновременно нужно следить за тем, чтобы чипборд и вообще весь декор не перекрывал слишком сильно фотографию, которая будет в будущем располагаться на верхней подложке. Так, добавляем мелких деталей. Вот такие вырубные листики. Я решила сделать их травянисто-зеленым, достаточно ярким таким цветом, для того, чтобы добавить еще цветовых деталей на этот разворот, чтобы не было все только синим. На правую сторону тоже веточку. Так, сюда же можно добавить вот такую отштамповку. Она неплохо смотрится, несмотря на то, что она просто белая и черный штамп.
подложу ее пониже. Эта веточка у меня осталась от какой-то из предыдущих работ, но здесь, мне кажется, ей самое место. От штамповки на крафте эту сюда. А эту, пожалуй, расположу вниз. Добавим объемных цветов. 2 цветочка вишни, бирюзовый и бежевый. И еще один голубенький, чтобы немного разнообразить палитру. Так. И на правую сторону, конечно же, тоже буду использовать похожие цветы, как и на левой стороне. Еще добавляем деталей. Вот такие высечки, вернее вырезалки из коллекции. Можно, наверное, их сюда куда-то расположить. Так, а вот такие цветочки на правую сторону. Ну, в общем и целом, мне уже все нравится. Немного смущает вот это вот пустое место крафта. И вообще в целом, мне кажется, что вот эта подложка выглядит незаконченно, потому что у нее нет никакой обводки. То есть вот просто обрезанная бумажка. Поэтому я думаю, что я подложу под всю композицию тоже кусочек крафта, но вырублен он с помощью специального ножа, который дает по краю очень красивую тонкую отстрочку. Она вроде бы и не бросается в глаза, но в то же время за счет нее в целом все будет выглядеть более законченно. Только нужно это как-то очень аккуратно теперь сделать. Вот. На мой взгляд, это такая мелочь, но выглядит уже совершенно иначе. У меня остались шифоновые темно-синие лепесточки. Их тоже можно добавить, например, сюда и сюда или сюда. Не хотелось бы полностью закрывать чиборд, потому что очень красивая салфеточка. Ну, в общем-то, он достаточно хорошо выглядывает, все равно видно его детали. Конечно же, я добавлю надпись, потому что я люблю надписи. Выбрала надпись Believe и покрыла ее эмбоссингом. Для этого подобрала цвет, который называется Liquid Platinum. Мне кажется, он сюда отлично подходит и по цвету, и такой некоторой приглушенностью. Для того, чтобы этот цвет не был у меня одиноким, также добавлю листочки. Это эмбоссинг на кальке, который выполнен той же самой пудрой. Наверное, как раз вот в это пустое место их и можно сделать, которое меня смущает. Так, ну, в общем и целом все, пожалуй. Можно добавить, конечно, еще блестящих элементов. Вот такие камушки я взяла. Один расположу вот сюда, а второй даже не знаю. Ну, пусть будет вот здесь, в основании листочков, как бы прикрепляет их к композиции. Конечно, когда я буду все это приклеивать, возможно, что-то еще немножко сдвинется и найдет другое место, но, конечно же, в целом композиция останется той же самой. Мне кажется, можно добавить еще вот сюда, в самый верх, какую-то небольшую деталь, чтобы все в целом, знаете, чтобы получался такой треугольник. Потому что, мне кажется, именно треугольник в композиции дает ощущение законченности. Положу сюда маленький кусочек чипборда, потому что здесь должно быть что-то такое не очень яркое. И посажу воробушка. Вот так. Как будто бы он сидит, знаете, на какой-то такой архитектурной лепнине, например.
Все, теперь мне в целом все нравится, и можно приступать к сборке. Я приклеила весь декор, и вот такой разворот у меня получился. На правой стороне надпись, объемные цветы, окошко и фоновый чипборд. Под него, кстати, можно расположить фотографию, потому что он не приклеен к подложке. Нижняя подложка для фотографий откидывается вот таким образом и фиксируется на магнит, который спрятан между слоями бумаги. С правой стороны много декора, в основу которого легла дверь и гипсовая рамочка, в которую я позже добавлю бисер, чтобы она не выглядела пустой. Магнитик спрятан в хлястике, откидывается вся конструкция вправо, и еще подложка для фотографии открывается вверх. Здесь я позже добавлю уголки. Также я добавлю подложку для фотографий на фоновую страницу таким образом, чтобы она полностью прикрывалась верхней и ее не было видно в закрытом состоянии. Ну все, мы закончили третий разворот, и теперь можем приступать к четвертому.